Друзья, всем привет! Сегодня у нас новый объект. Что будем делать? Смотрите, значит, здесь уже сваи винтовые закручены сюда, на эту сторону придет пристройка. Вот так вот будет, значит, размером 3 метра в эту сторону и 8,5 в ту сторону. Что здесь еще из интересного? Мы сейчас, вот видите, дом с несимметричной крышей. Конек сделан не посередине, и скаты разные. То есть мы сейчас вот этот скат, вот этот, видите, скат меньше угол наклона, вот этот больше. То есть мы крышу вот с этого дома поставим уже на пристройку. То есть крыша сама пойдет вот от конька, и вот так вот продлим мы ее, и вот установим уже на новую часть пристройки. Объединим вот эту всю пристройку. Уже будет USB обшито, сделаем, утеплим пол и, в принципе, поменяем крышу еще на шифер, поменяем на андулин. Обратите внимание на фундамент. Здесь вообще сделана лента. Значит, если посмотреться, то вот эта часть была сделана в одно время, а вот эта часть была сделана в другое время. Тут как бы получается основная часть это сруб, и вот здесь еще была сделана пристройка. И вот здесь вот обратите внимание, как было сделано. То есть это подливалась уже лента, она мелкого заглубления, то есть вот это вообще фундамент там нельзя назвать. Видите, его здесь повело. Соответственно, вот эту часть надо будет демонтировать, потому что она будет мешать. Но сейчас здесь по слоям ляжет обвязочный брус, потом пойдут лаги пола. И вот чтобы обязательно нужно сделать так, чтобы вот эта часть не касалась нового пола, потому что зимой будет поднимать и новый пол будет выдавливать. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы вот эта вот часть не касалась нового пола. А вот эта часть, она более-менее целая. Здесь видите, как подливалась. То есть вот эта часть фундамента, эта часть фундамента, она не цельная, поэтому на эту опирать вообще нельзя. Будем опираться уже на вот более-менее основную часть ленточного фундамента. Если я подниму, то сможет отойти? Да, я его заблокировал. Вот он маленький. Смотрите, сделал, значит, бетонный пятачок, подлит под брус стойка, держит крышу дома. Вот смотрите, какая интересная ситуация. Вот это поворот.
Так, друзья, давайте расскажу, что здесь произошло. Значит, во-первых, ну давайте со свай начнем. Мы их спилили примерно на 30 сантиметров. Значит, от чего у нас появилась эта высота? То есть, смотрите, мы вот с заказчиком обсудили, что нужно будет чистовой пол. Ну, не чистовой, у нас все равно пока будет здесь настил из доски, черновой пока вариант. То есть верх пола должен прийти вот примерно вот сюда, вот к этой доске. Ну, не примерно, но сюда вот он должен прийти. Соответственно, мы вычли от этой высоты высоту бруса обвязочного. Здесь будет 150 брус стоять, потом 150 лаги будут на ребро выставлены. И еще настил из дюймовой доски. То есть примерно получается 33 сантиметра. Мы взяли минус от того уровня и перенесли вот как раз вот тут сюда. Поэтому испилили вот такие вот кусочки. Вот это примерно 30 сантиметров как раз получилось. И вот и получился у нас вот этот уровень. Вот эти все сейчас сваи стали под уровень. То есть мы сейчас положим брус, лаги пола и выйдем уже настилом как раз вот к той точке, к двери, к порогу. Значит, дальше какой здесь момент. Вы видели, что вот здесь вот был вот этот фундамент. Просто разложили по периметру. Ну и кучу досок, которая здесь была, переложили сюда. Значит, вот эти вот стояли, были выступы вот такие вот из бревен. И они упирались вот в эти стойки и подпирали крышу. Значит, они тоже на фундаменте не стояли, они просто висели, были зависшие. И мы их, естественно, они примерно там на 10 сантиметров, вот эта точка отличается от той по уровню. Поэтому мы все их спиливаем. Они нам здесь будут мешать. Мы сейчас будем уже ровным своим полом крепиться к брусу. Вот эти стойки, которые были вертикальны, мы их пока временно уперли в дом, просто пока они держат часть крыши. Потом мы их тоже демонтируем, но сначала сделаем все, весь этот пол, потом, дальше уже покажу.
Итак, друзья, давайте я вам расскажу, что здесь происходило, как вообще тут действовали план работ. Значит, вот смотрите, ну, первым делом, естественно, спилили сваи. Сейчас уже наглядно покажу, к чему мы как бы стремились и от чего отталкивались. Видите, у нас был план такой, что вот эта вот доска, которая будет сейчас настилом по лагам сразу же сделана, она должна была вот прийти вот так вот, как она сейчас пришла, вот к порогу. И вот, соответственно, от этой высоты мы взяли расстояние в минус и спилили сваи, потому что сваи были, естественно, выше, чем нам нужно было. И вот такой пирог получился, как бы, ну не пирог, а конструктив пола. Вот брус у нас стоит, сразу же лаги перпендикулярно этому брусу, и уже идет настил. Значит, какой здесь момент есть? Обычно, в принципе, вот смотрите, сейчас вот объясню ситуацию. Свайщики здесь, кто крутил, они, не знаю именно от чего отталкивались, но получилось так, что, видите, у нас вот этот брус мы сейчас выставили именно по сваям, и он торчит. Из-за того, что фундамент, вот этот вот фундамент, он немного развернут по отношению вот к этой части и к части вот той стороны, соответственно, мы пришли к выводу, что нам самый оптимальный вариант сделать вот этот угол 90 градусов и вот тот вот наш угол 90 градусов. Сделать лаги пола так, как они уже придут именно к дому. То есть лага пола вот эта, к примеру, длина и вон та длина крайняя, они отличаются из-за того, что дом немного развернут сам по себе. Развернут он потому, что у него нету 90 градусных углов внутри дома. Значит, теперь смотрите по крепежу. По крепежу мы вот так вот делали. То есть, поскольку здесь брус кругляк, мы вот эти места отметили по уровню, нижние, запилили такую площадку и спилили туда сантиметров 5. То есть, соответственно, у нас вот эта лага, ну, все лаги, они у нас вставлены в бревно. И сейчас мы будем уже крепить гвоздями вот так вот на косую в разную сторону. По 2, по 3 гвоздя. Значит, обратите внимание, поскольку длина больше 6 метров, где-то приходит стык. Стык мы делаем именно на свае, вот у бруса. Видите, вот здесь вот стыки на сваях. Сваи снизу крепятся на болты технические, и вот здесь вот гвоздями сбиваются между собой. Вот здесь вот у нас это будет теплая часть, вот этот брус, это у нас будет вход типа крыльца, вот эта часть. Значит, теперь смотрите, обратите внимание, вот здесь у нас нет рубероида, вот здесь вот у нас есть рубероид. Из-за того, что брус имеет разную толщину, примерно на сантиметр отличается от такого плохого спила по своей высоте. Чтобы выровнять верха, пришлось в некоторые места подкладывать рубероид. Если бы это были бетонные сваи, которые могут подпитывать влагу из земли и сами напитывать, тогда бы мы под каждую сваю подложили рубероид. А поскольку это же металлические сваи, то только будет какое-то небольшое количество конденсата, пропитанную доску, в принципе, ничего с ней не будет. А рубероид можно не подкладывать. Был бы бетонный фундамент, но рубероид надо обязательно подкладывать. Лаги пола крепятся вот на косую, по 2 гвоздя в каждую сторону. С торца они крепятся, ну, во-первых, сюда закрепляли и в лобовую доску вот так вот пробивали тоже гвоздями. И вот эта вот лобовая доска крепится к обвязке тоже вот косыми гвоздями. Там каждый метр вот так вот косой гвоздь забивается именно к обвязке. Значит, вот это, видите, такие толстые у нас, это полубрус, полудоска, даже не знаю, как это назвать. Давайте назовем брус, то есть 70 на 100. Почему здесь используется брус, а не доска? Потому что у заказчика здесь просто они в наличии уже были, и в целях экономии, чтобы не покупать доску, мы используем именно вот этот вот брус. На самом деле вот здесь вот подошла бы доска 40 на 100. Ну или на 150, в зависимости от того, какой толщиной вы хотите утеплять. Здесь будет утепляться 150 мм, здесь будет еще нашиваться брусок изнутри, ну и перекрестное утепление будет добавляться. Из-за того, что мы имеем вот такой брус в наличии, мы вот используем его. По сборке стены мы собирали, естественно, все на земле, пока лежало. То есть мы разметили, вот видите, 2 окна, 2 больших и 2 маленьких. Они, в принципе, симметричны от центра. То есть мы разметили центр и потом уже откладывали, исходя из размера окон с запасом по верху и по бокам, там по 2 сантиметра делали. И вот разметили симметрично расположение окон. Дальше у нас что-то по крепежу, в принципе, весь этот каркас собран на гвозди, то есть прибивалось вот снизу и вот сверху по 2 гвоздя. Дальше вот на эти окна впилили ригель, потому что здесь будет еще стропила. Вот сейчас от самого конька, ну, вот так вот стропила пускать и потолочные балки.
и они будут упираться, чтобы окно не продавливало. Добавляли ригель. Поскольку вот здесь вот очень маленькие расстояния, здесь мы делаем такой общий ригель. Здесь ничего никогда не продавит, потому что, ну, из-за того, что маленькое расстояние, 50-я доска на даже плашмя, она будет здесь удержать. Поэтому можно даже не переживать по этому поводу. Общий ригель здесь не нужен. И второй момент, из-за того, что видите, у нас перемычка достаточно высоко, чтобы окна были в один уровень, у нас бы он этот ригель бы все равно не влез. Видите, у нас из-за расположения окон приняли решение ложить их все-таки горизонтально. То есть вы, в принципе, в интернете можете посмотреть, что все там эксперты рекомендуют ложить листы горизонтально. Якобы при таком расположении они держат, ну, они захватывают одним листом большее количество укосин. Сейчас давайте покажу. Вот видите, они у нас лежат горизонтально. То есть мы обычно всегда вот на видео на наших, если вы увидите, когда мы строим пристройки одноэтажные, они у нас стоят вертикально. Я сейчас объясню, в чем здесь принципиальное отличие. А здесь мы стали их делать горизонтально только из-за того, что, исходя из высоты стены и расположения окон и стоек, в данном конкретном случае это был оптимальный вариант. И если бы у нас положение окон было бы в другом порядке, мы бы их делали вертикально. И здесь знаете, в чем плюс? Потому что мы могли бы от низа до верха сразу бы расположить все листы по стойкам, и у нас бы не было вот этих горизонтальных щелей. И какой бы плюс это нам дало? Мы бы просто перекрыли бы сразу же всю вот эту стенку без щелей. А так, поскольку у нас вот окна все разрезают, много окон посередине там, то вот мы сейчас выбрали вот такой вариант и делаем уже потом вот эти вот стыки все пропеним. Да, обращайте внимание, что вот смотрите, есть брус. Сейчас вообще вот я сейчас рассказываю вот про вот этот брус. Вот мы здесь потратили 4 бруса, и они достаточно кривые. Поэтому смотрите, вот всегда выбирайте на переднюю часть стенки 2, возьмите, ну, к примеру, если у вас 2 или 1 брус, берите сюда более ровный брус, потому что нужна ровная сторона, потому что по ней равняется и стенка, соответственно, на переднюю часть лучше взять брус поровней. А вот здесь вот, когда вы ставите уже под полом вот этот вот брус второй, здесь можно брус, который более кривой, потому что нет никакого значения. То есть в идеале, конечно, ставить его параллельно, ну просто чтобы это было удобно, чтобы это было красиво. А так, если у него будет расхождение в 1 сантиметр, то есть он вот так вот будет у нас гулять с вами, где-то дальше, где-то ближе, в этом вообще нет ничего страшного, потому что здесь его не видно, он и так будет лаги пола держать, и все будет нормально, то есть никаких проблем с этим не случится. А вот здесь, поскольку мы равняем и стену по нему, видите, то желательно, конечно, чтобы брус был вровень. Вот это, видите, у нас в стыке все болтается. Это мы уже вырежем окна, вставим. И, в принципе, все вот эти вот кривые, болтающиеся стыки сами по себе уйдут. Видите, что мы тут используем? Когда мы подняли стенку, вот видите, вот эта вот подпорка, это мы выгибали стенку, чтобы она была прижата именно к обвязке. Почему так? А потому что все очень просто, доски кривые, нижние тоже кривые, поэтому приходится иногда отжимать. И вот иногда самый удобный способ — это просто вот от земли взять доску, там вот так вот ее поставить, отжали. И потом вот видите, когда расстояние между USB-шкой и вот этой лобовой доской перестало существовать, сразу же прикручиваем. Вот, просто доска помогала сделать ровную плоскость по всей длине. По сваям я не сказал, это 108 сваи, здесь их количество 10 штук. Очень часто вопрос, здесь сваи, они якобы не гуляют, а здесь вот сделана лента, она как бы может промерзать, может быть такое, что дом будет гулять. Значит, чтобы этого вообще избежать, нужно утеплить фундамент, хотя бы вот эту часть. Вот так вот, смотрите, как делается. Нужно брать пеноплекс, вот эту вот часть фундамента утеплить и немного земли. То есть вообще в идеале 1,20 м вот сюда утеплить, 1,20 м, потому что это глубина промерзания, то есть надо типа отмостки утеплить 1,20 м в эту сторону. И вверх, чтобы вот не промерзало через сам бетон. Плюс, если дренаж еще сделать по периметру, то будет как бы вообще супер, вода будет уходить, значит не будет возможности для промерзания. Еще обратите внимание на укосины. Вот видите, у нас в стенке нету вот таких вот укосин. Из-за расположения окон эффективность укосин будет достаточно маленькая, потому что укосины работают только когда, ну вот максимально работают, только когда они, к примеру, приближены к 45 градусам, а здесь получается нам их нигде не установить, потому что, ну вот, окна все разрежут все укосины. И второе, когда вы обшиваете жестким плитным материалом, типа ОСБ, то укосины в принципе можно не ставить, они держат вот диагональную жесткость лучше, чем укосины.
Еще какой момент. Вообще, если у вас не одноэтажное строение, то берите USB-шку 12, чтобы было более надежно. Поскольку у нас одноэтажная конструкция, то мы берем 9, ничего не будет, все нормально. И имейте в виду, что будет максимально эффективно работать, если у вас будет так, что вы видите, обвязываете одним листом, вот у вас можно получиться, ну в идеале бы вообще, если бы он дошла по длине и обвязала бы еще вот нижний брус. Ну вот так вот хотя бы, чтобы было такой вот перехлест. Сейчас мы вот сюда еще прокрутим. То есть у нас будет пол, стены и верхний лежень. Все вот так вот единым листом обвязано. Ну не единым, здесь 2. В общем, без раздырова имею в виду. Будет вот так вот максимально эффективно. То есть оставляйте, спускайте лист, если позволяет высота, вот так пониже, как здесь сделано. И вот после того, как мы подняли стенку, выровняли ее, к низу прибили, и вот сделали вот такие вот временные укосины. Они могут быть из чего угодно. В данном случае у нас пока дюймовка. По уровню представляли уровень и просто на один гвоздь вот прибили сейчас временно. То есть сейчас мы накинем, вот подразберем крышу, накинем лаги потолка. То есть они вот так вот пойдут во всю длину. И уже будем выставлять стропила в самый верх. Ну, дальше, в принципе, покажем. Итак, друзья, мы поднялись на крышу. Значит, смотрите, что здесь сейчас будет происходить. Поскольку нам надо вот этот скат передвинуть на уже пристроенную пристройку, что делаем? Поскольку здесь все кривое, старое, здесь вот эти вот брусья торчат, они все кривые, тут сантиметров на 10, вот там вот уклон, перепад. Поэтому мы сейчас что? Вот заводим конек временный такой, ну точнее он даже не временный, там так и останется. Мы сейчас заведем конек, подопрем вот эти старые стропила, поставим распорки, и вот эту всю часть, вот так вот, как я сейчас веду рукой, вот так вот, полностью демонтируем и выкинем вообще вот этот скат. И уже новыми стропилами на новый конек уже установим свои стропила. Значит, в принципе, сейчас по ходу работ покажу. Начинаем, значит, с монтажа вот этого конька подпирать эти старые стропила. Дальше покажу, что будет по раскреплению. Итак, рассказываю, что здесь произошло. Значит, смотрите, друзья, первым делом мы поставили вот сейчас конек по уровню, по лазеру его отбили. Получается, вот смотрите, нашли нижнюю точку. Вот здесь вот, поскольку стропила самая, ну, вот это вот самая нижняя точка, здесь выше, там выше. Вот это была самая нижняя точка. Вот от нее по лазерному уровню мы выставили вот эту вот доску на конек. То есть на нее уже будем ставить новые стропила, они сразу же станут, ну, по уровню, потому что уже конек по уровню. Значит, теперь раскрепили как? Вот смотрите, сейчас поставили вот такие вот доски, вот эти вот. Эта дюймовка, видите, здесь из кучи лежит. Сразу же берем, по 3 метра нарезаем и вот так вот подставляем под тот скат, под углом. Из-за того, что она дюймовка, сейчас вот мы срежем крышу, на нее пойдет нагрузка. Чтобы не получилось так, что ее вот так вот сиськой выгнет и никуда не сдвинуло, мы вот эти вот распорки поставили. Именно из-за того, что здесь доска дюймовка была бы, к примеру, 40-ка, вот эти можно было бы не ставить. Вот мы сейчас связали, уперли фронтон, уперли в доску, и вот каждую вот эту подпорку пробили, вот соединили между собой. И там точно так же уперли фронтон. То есть в каждую стропилу у нас вот такая вот укосина, и они между собой связаны. Значит, теперь дальше. Сейчас мы подопрем конек. Вот такие еще вертикальные поставим. Доски точно такие же. И будем вот так вот уже спиливать фронтон. Ой, вот этот скат. И полностью вот этот скат. Вот эту часть пола. Вот эту часть фронтона. И вот этот вообще весь скат демонтируем. И начнем уже выставлять лаги пола, они же лаги потолка. Итак, значит, сняли шифер, аккуратно его снимали, самое удобное, вот видите, мы вот доску, первый лист отодрали, потом вот доску получилось, что сняли обрешетину и уже начали ходить, и постепенно, в принципе, без лестницы, все вот крышу демонтировали, снимая постепенно рубероид и вот оттаскивали
шифер. То есть получилось так, что почти все листы удалось снять вручную, а вот эти верхние, крайние, поскидывали. И вот совсем небольшая кучка поломанных получилась. То есть 90% шифера удалось сохранить. Какой сейчас будет план? Попробуем сейчас какую-то часть вообще срезать вот этой вот конструкции и заведем лаги. То есть от бруса вот эти потолочные. Сейчас вот так вот из 150 доски стелим себе уже пол, он же будет и потолок одновременно. Потом сделаем черновой пол, по которому будем ходить, и будем уже выставлять стропила вот от нашего нового конька, который мы сделали, и будем уже выставлять, облокачивать вот сюда. Доски получается 6-метровый впритык. Сейчас, если надо будет доращивать, тоже покажу, как будем делать. Итак, отпилили, значит, все лишнее, что нам не будет мешать. Значит, кто не верил, наверняка кто-то не верил, вот эти стойки из дюймовки все отлично отработали, стоят прекрасно. Значит, теперь будем ставить лаги потолка, ниже лаги пола второго этажа. Теперь, значит, смотрите, поскольку здесь такой вот уклон, сейчас кинем лазерный уровень и уже будем, исходя от высоты, куда будет приходить, либо будем через доску ставить, то есть придем сначала доску сразу 6-метровый уровень и будем на нее наставлять лаги, либо будем врезаться вот в брус, вот этого вот верхний, самый первый брус. Сейчас как бы отобьем и посмотрим. Итак, друзья, значит, смотрите, вот доска, про которую я вам говорил, мы ее отбили, вот этот верх совпадает с верхом лежня вот нашей стены, вот той. То есть мы перенесли по лазерному уровню и вот прибили ее гвоздями именно к брусу. Сейчас покажу. Вот видите, здесь гвозди. Мы просто пробивали 150-ми, 120-ми гвоздями именно к брусу насквозь. Дальше мы оставляли лаги пола. Вот эта доска, вот это вообще все стропила. Доска вот это 40 на 150. Значит, прибивали ее гвоздями. Здесь крепим вот так вот. Сюда на гвозди, на уголки, сюда на гвозди, на саморезы. Сейчас еще это пока временно наживили. Будем еще добавлять крепеж. То есть кость на косую, гвозди и саморезы через уголок. Ставим просто вот сверху на доску. Доску вот, естественно, прибили по уровню, по лазерному. Дальше вот после того, как мы выставили вот эти все лаги пола, вот это сделали временный настил. Настил просто это, чтобы доска ходить было удобно, чтобы выставлять всю остальную обрешетку. Еще один момент. Поскольку доски, такой небольшой совет, когда вы доски-то все поднимаете, постоянно вы тащите с кучи, ставите вот на первую лагу, и для того, чтобы ее не выжимало, потому что вы когда будете все наставлять, уровень вот этой доски может уйти вниз. Поэтому мы взяли вот эту в центр, одну доску, вот видите, саморезики торчат, прокрутили в каждую доску, то есть сцепили посередине вот эти вот все лаги, одной доской прокрутили для того, чтобы была жесткость, чтобы вот эта каждая стойка не уходила сама по себе, а стояла вот, параллельно друг другу. Начали закидывать доски. Закидали доски и стали поднимать стропила. Значит, стропила мы крепим следующим образом. То есть мы делаем внахлёст
и забиваем гвоздями. Соединение по 3 гвоздя и по 2 гвоздя у нас именно прибивается сама лага именно к доске стены. Все, вот так вот прибиваем каждую доску. И вот туда вот, помните, вот на конек, который выставляли, мы просто уже наставляли на конек. Итак, друзья, сейчас, значит, нам нужно раскрепить скаты, вот наши новые стропила, и прикрепиться к старым. Естественно, там вот расстояние между стропилами по 2 метра, соответственно, у нас 58 сантиметров между стропилами. Естественно, они у нас не совпадают, и мы не можем вот одной затяжкой ставить к стропилам и объединять нашу стропилу и старую. Поэтому вот смотрите, как мы делаем. Мы сейчас попускаем вот эту вот доску, естественно, мы уровни все отбили, она у нас по уровню уже закреплена. Прикрепляем ее на уголки с двух сторон. И видите, еще стропила, сейчас поближе покажу. Вот видите, они на таких расстояниях, то есть вот где-то вплотную, а где-то вот это расстояние. Мы специально не притягиваем, потому что если мы притянем, у нас уйдет горизонт, не будет уровня. Поэтому мы так и оставляем, специально делаем дистанционные уголки. Сейчас пока вот так вот закрепили, еще будем раскреплять, перемычки здесь поставим, ну дополнительно еще добьем. Но вот в общем суть в том, что вот эта доска, она у нас сейчас по уровню, мы на нее ставим уже вот эти вот затяжки. Затяжки, естественно, тоже выполняются по уровню. А выбрали вот здесь вот угол такой, вот вырезали. То есть она у нас под углом к скату, прибиваем. Дальше, вот там вот мы набиваем просто гвоздики. Видите, такие гвоздики у нас торчат. Сейчас приближу. Вот эти гвоздики, они тоже по уровню отбиты, то есть мы сейчас ставим доску, вот так вот ее приставили, она стоит на этом гвоздике, и потом ее прибиваем. Вот туда сделали вынос с запасом, потом мы просто пилой срежем уже по скату. Здесь мы уже по скату срезать не сможем, поэтому угол мы сами сразу же на земле запиливаем, а там уже по факту по месту. Так просто это для ускорения процесса работы. После того, как раскрепим, мы сейчас вот эти вот сделаем затяжки. Мы вот эти вот уже перемычки все временные снимем, потому что они нам уже будут не нужны. Они у нас были временные, лежали, пока мы разбирали ту часть крыши. Итак, друзья, значит, видео уже достаточно долгое получилось, там уже почти больше 35 минут. Значит, давайте тогда вот сделаем уже вторую часть, на следующей неделе выйдет. Вы подписывайтесь на канал. Я вот в следующей части расскажу, что делать вот с этими черными досками. Будем накрывать крышу андулином. В принципе, андулин достаточно простой материал, но я вам расскажу. Там, в принципе, есть такие нюансы. Почему-то мало кто знает про это, но, в принципе, тоже такие полезные советы расскажу. Поставим вот здесь вот стенки, тоже тут пару нюансов будут. Тоже расскажу. Утеплим пол. И, в принципе, вот тут остатки доделаем. Подписывайтесь на канал, если есть какие-то вопросы по вот данному конструктиву, задавайте. И также в конце подведем итог, расскажу, сколько это все обошлось по стоимости, по материалам, по работам. И, в принципе, так что задавайте вопросы. До новых встреч!